Всем привет, с вами Жданов Иван. В данном видеоуроке мы рассмотрим, как правильно держать ракетки, как это делать эффективно и оптимально для вас. Это такой урок для начинающих, и думаю, будет полезно как раз для уже играющих спортсменов. Итак, какие особенности вообще держания ракетки в настольном теннисе? Мы держим ракетку так, чтобы указательный палец у нас был вдоль нижней части накладки, и большой палец он располагался, может быть, параллельно нижней части накладки. Бывает, первая ошибка, которая возникает, это когда ставят большой палец вот таким образом, то есть залезая уже непосредственно на левую часть ракетки, можно сказать, когда играют, например, слева. Это делается для того, чтобы мячик было удобнее толкать. Но такое расположение пальца, оно в итоге приводит к тому, что трудно играть лево-право. То есть уже когда идет более сложные розыгрыши лево-право, то палец начинает гулять по ракетке, ракетка начинает больше болтаться в руке. Итак, какие еще ошибки бывают, используют ребята, спортсмены, когда держат ракетку? Во-первых, они бывают залезают слишком сильно, либо указательным пальцем, одним пальцем, двумя пальцами, бывает даже так держат. Получается, площадь взять довольно-таки маленькая становится. Мы держим довольно-таки так скромно, по краю. Какие вообще особенности ракетки бывают и как они влияют? У этой ракетки мы видим, что довольно-таки большой такой край, что когда мы берем, то у нас вот эта часть, она находится прям вплотную, и она начинает мозолить нам. Поэтому данный тип ракетки с большим таким краем можно брать чуть дальше, то есть даже отходя от края ракетки. Если ракетка имеет довольно-таки маленький край, то можно брать вплотную, прям специально, как можно ближе к самой лопасти ракетки. Это увеличивает контрольность ракетки, и игру как раз на столе более становится удобно играть. Когда мы держим дальше ракетку, то у нас увеличивается длина взятия, и у нас увеличивается сила, мы можем брать дальше, то есть это уже своя такая техника игры. Поэтому экспериментируйте, пробуйте по-разному брать ракетку, играть. Это будет позволять вам быстрее расти в вашем навыке. Второй тип держания ракетки — это пером, когда данный стиль вообще пришел из Китая, как правило, это китайские спортсмены играют им. Данный стиль держится вот таким образом, как будто мы держим перо ручки, два пальца обхватывают ракетку, и остальные сжимаются в кулаке, либо, например, могут быть даже раскрыты вот так. Какая идея вообще игры пером? Во-первых, ракетка для игры пером, она не такой формы, она имеет специализированную такую ручку, что более удобно держать в такой хватке. Взятие пером чем интересно? Тем, что мы можем почти, меняя только угол взятия мяча, уже взять во всех точках мяч. Справа, с центра, слева. Если мы играем в европейской хватке, вот таким образом, то у нас получается, что мы справа берем, слева берем, а вот здесь, можно сказать, около нашей правого плеча возникает такая мертвая зона, что нам сложно взять и слева, сложно взять справа. То есть такая дырка, можно сказать, при игре данной хваткой. И при игре пером сложности возникают, когда мы играем слева, потому что необходимо довольно сильно мячик закрывать. Но данный стиль хватки пером, он подразумевает игру более атакующего стиля, более агрессивного стиля, вот раз, который поддерживается китайские спортсмены. На этом видеоурок закончен. Спасибо за внимание. С вами был Иван Жданов.